Санкт-Петербург. I had total confidence. У меня была уверенность в том, что мы будем в Питере. No lack of assurance. То есть у меня не было недостатка в уверенности. But I didn't know what I would see when I got there. Но я не видел Питер еще своими собственными глазами. Я не представлял, какой он окажется на самом деле. The uncertainty was what St. Petersburg was like. То есть неуверенность касалась того, каким именно предстанет Санкт-Петербург. Not whether I would get there. А не касательно того, попаду ли я туда или нет. And the hope did not disappoint. И надежда не постыжает и не постыдила. A very beautiful city. Санкт-Петербург действительно прекрасный город. So the uncertainty is not in whether we will get there. То есть здесь определенная неуверенность не в том, попадем ли мы, то есть надежда, которая еще не видит, не в том смысле, что попадем мы туда или нет, это неизвестно. What we will find when we get there. Но каково это предстанет перед нами, когда увидим полноту, когда будем там? I think I've said to a few people in private. Я думаю, что уже некоторым говорил тут в частном разговоре. Quotation from Luther. Цитата из Лютера. Luther said, "We know as much about the world to come." Лютер говорил, что мы знаем о грядущем веке достаточно, as the unborn child about the world it is about to enter. Таким же образом мы столько же знаем о грядущем веке, сколько знает дитя еще не рожденное, о мире, в котором оно рождается. It's a slight exaggeration. Немножко он тут преувеличил, but only slight. Но только немножко. So we have full confidence we will get there. Итак, у нас есть уверенность, что мы будем там. And when we get there, we'll find out what it's like. И когда мы попадем туда, мы увидим уже, каково это все. Понимаете ли так, что существуют разные степени уверенности в спасении? Один более уверен, не заворачивается совсем. Он принял Христа, и в нем есть, он даже почти никогда не сомневается, или очень мало. Второй всю жизнь боится, его сомнения одолевают. Можно ли сказать, что есть различные степени уверенности в спасении? И второй вопрос. О чем это говорит? О чем говорит степень уверенности в спасении спасенного человека? Это что характеризует? В спасенном человеке он один, как дитя принял, и уверенный не сомневается, второй боится. О чем это говорит? О какой человеке характер? Спасенный. This is there are people, some may have, upon receiving Christ, they have unwavering assurance almost. They say that, they don't bother to go into great depths. It's just a simple, childlike assurance. They believe and they have assurance. They don't doubt. And somebody can doubt their whole lifetime, just doubting, boy, without truly saving and so on. Both are Christians and so on. So do you believe in different degrees of assurance? And also the second question is, what does it say about the person? If they have assurance, a lot of assurance, or else they don't have a whole lot of assurance, what does it speak of? What's the bearing upon the character? So why do some people have easy assurance and some people have big struggles? So, Почему кому-то легко приходит уверенность, у кого-то большие борения всю жизнь? And I think in some cases it can be to do with temperament. Я думаю, что в некоторых случаях это касается самого темперамента человека. Some people go through a life like that. They just everything is simple. They trust in things that is uncomplicated. Для некоторых людей они просто так вот по жизни идут. Для них все просто, они доверяют и идут. Other people doubt everything. Другие сомневаются во всем. And I suppose it's related to the earlier question about Я думаю, соотносится к более ранним вопросам, which isn't so much one of temperament as of upbringing. что это может быть также культурным наследием, обстановки, воспитания. But then also we all have different circumstances. Потом также у нас различные обстоятельства у каждого. Some people have very easy life. У некоторых людей достаточно легкая жизнь. Everything goes well. Все идет хорошо. Other people have really tragic lives. У прочих трагические жизни. And that's another factor that can affect
Это еще другой фактор, который может влиять на уверенность. So I think there are many different factors that are at work here. Я думаю, что здесь различные обстоятельства играют роль. So that's not what you pronounce. Yes. So I'm just saying that we're all different in our circumstances. Это, конечно, не ответ на вопрос, это подтверждение того, что люди разные, у кого-то есть уверенность, у кого-то меньше. Что как посоветовал человеку постоянно неуверенному, боящемуся и так далее, что ему, как ему улучшать эту уверенность? Какой совет? What would your advice be? How would you counsel a person who's constantly in doubt? What would you, towards what you would direct such a person? Well, I think I'm going to say I'm not a pastor. That is not where my gifts lie. It's not my profession. And Хотел бы сказать, предварить, что я не пастор, You are это не то, где мои pastors. дары. Вы пасторы, сидящие здесь, you tell me. вы скажите мне. Разрешите добавить просто. Дело вот в чем. Люди, уверенные в собственном спасении, можно сказать, самоуверенные, почивающие на лаврах, дело в чем. В США и Великобритании могут цениться, но вот в России такие люди очень не ценятся. Эти, скажем так, моральные качества человека, когда он уверен во всем, уверен, что правильно живет, что у него все хорошо, это высмеялось в течение десятилетий как проявление несчастья. Слово «несчастье» очень неругательное слово, поэтому превратилось в ругательство. Ценились совсем всегда другие люди. Люди во всем сомневающиеся в том, правильно ли они живут, правильно выбрали жизненный путь. Когда человек, который доходит в постоянном поиске, к стремлению к неведомому. Но это русская ментальность вообще немножко. Это просто характерно. Полуправославная ментальность. Это просто российская ментальность. Американцы учатся улыбаться, у русских считается, ты юродивый, если ты идешь по улице улыбаешься. Что, жизнь раем показалась? Что такое орел, что ли? Это русское. Yeah, it also says that the intelligence, in the West, the assurance is always sometimes in some folks in the virtue of being conceited, and it's kind of those conceited. Yeah, self-assured, self-confident. I mean, conceited is a little block, but in the West generally, it's kind of considered a good quality if you have confidence. That's why you have Americans that outscore everybody on self-esteem, so that I'm good, and you got to feel good and so on. But the Russian mentality, the Russian Pravoslavny Orthodox mentality is kind of very good and walk the life and very smile. We don't want to smile, but life is difficult. And so assurance is, really, I think it's a good point that psychologically assurance is in being confident in something 100%. Is not viewed with favor. It's not looked as something that is good. That's an interesting question. Also observation. Yeah, interesting question. There are perhaps a couple of things I'd say to that. The first is that assurance of salvation can be confused, but mustn't be confused with just being a brash self-confidence. Конечно же, уверенность, истинная духовная уверенность, не нужно ее путать с бытовой уверенностью и самоуверенностью человека. Especially if the basis for assurance is not my works, my experience, my faith. В особенности, если основанием для уверенности является не моя персона, не мои дела, не моя вера, but the Christ in whom I trust. Но Христос, в котором мы упование. Second thing I want to say is that assurance of salvation can be expressed in a way that comes over as arrogant. Во-вторых, конечно же, уверенность может о ней говориться таким образом, что впечатление производит как какого-то надменного, достигшего состояния. I'm saved and you're not. Я спасен. I've got the truth, you haven't. У меня истины, у тебя нет. And I think for preaching the gospel, я думаю, для проповеди Евангелия, there needs to be a blend of confidence. Нужно a blend of confidence or conviction on one hand. Должно быть сочетание, смесь своего рода уверенности and humility. И в то же время смирение.
And confidence with arrogance is horrible. Уверенность с надменностью, сочетание с надменностью является ужасной вещью. But confidence with humility is Но a different. уверенность, которая идет вместе с кротостью, со смирением, это другое. One of the interesting things about the teaching of hell in the New Testament Один из интересных аспектов из новозаветного учения об аде, is that it is primarily addressed to disciples. что в основном учение адресовано ученикам. Jesus warned his disciples about hell. Иисус предупреждает учеников своих. And there's an important point there. И очень важное здесь наблюдение. We don't go out and say, hey guys, I'm safe, but you lot are going to hell. То есть мы не должны хотеть, что я спасен, а вы идете в ад. But we talk to other people as those who ourselves are warned. Но мы говорим, Warnings apply to us as well. на самом деле, что предупреждения, они обращаются к нам, и вы также погибнете, если не покаетесь. То есть, что они обращаются не только к другим, но обращены к нам. I hope you see the distinction I'm trying to make. Я надеюсь, что вы видите различие, которое пытаюсь сделать. The first can come over as a harsh arrogance. То есть первое, это может быть как бы дух надменности. The second is a hard message, but it comes over with humility. Второе, это уверенность, которая идет вместе со смирением. I think the other thing I wanted to say in answer to the question Я думаю, еще что я хотел бы сказать в ответ на вопрос. is about how in every culture there are some things which the gospel fits comfortably with. Это в каждой культуре есть вещи, определенные грани Евангелия, когда входит в эту культуру, где путь его легок, отдельного аспекта Евангелия. And other points where the gospel is countercultural. Но в некоторых частях, где Евангелие противостоит культуре. And so there are some points where the gospel is going to be against our culture. То есть и будут точки там, где Евангелие будет против культуры нашей. Just to give two examples. Два примера могу привести. In some parts of the world, to say that homosexuality is wrong В некоторых частях мира, чтобы сказать, что гомосексуализм неправилен, is simply to say what everybody thinks. это просто сказать, подтвердить и так превалирующее общественное мнение. In other parts of the world, it is countercultural. В других частях мира это идти против господствующей культуры. And can almost end up giving you trouble with the police. И где можно попасть на самом деле в неприятности с полицией. Again, in some parts of the world, Опять же, в некоторых частях мира to say we should forgive our enemies is сказать, что мы должны прощать врагов своих, нет никакой проблемы. even if we're not very good at doing it. Даже если мы никогда этого не делаем, а по крайней мере сказать об этом нет проблем. In other parts of the world, it's an inflammatory claim. В других частях света это является абсолютным возмущением и оскорблением сказать, что должны прощать врагов. I taught for 7 months in Nairobi in Kenya. Я в течение 7 месяцев преподавал в Найроби, в Кении. And what I found interesting И интересное там я обнаружил, was that the doctrines which we in the West found hard это то, что доктрины, с которыми у нас на Западе восприятие идет тяжело, they had no trouble with at all. у них не было проблем с восприятием. So when we see problems and difficulties with the gospel, Когда мы видим какие-то проблемы, трудности с Евангелием, they're not the same from one culture to another. они не абсолютно одинаковые в каждой культуре. Как я себе представляю, мы имеем все веру, все спасенные имеют одинаковую веру в Иисуса Христа, тогда ни у кого наверное больше, ни меньше, но достаточно для спасения. Но не все имеют одинаковое откровение об этой вере Христа, которая присутствует в них. И поэтому, может быть, уверенность – это повышение уровня откровения о собственной вере. This is the way he understands that everybody, every Christian, every converted soul has a saving faith. But some persons are also given, and that's kind of comes in
saving faith enough to get into heaven, but some also get additional revelation of the nature of that faith, so that gives them assurance that they may be more or less assured. Well, so in other words, that only some Christians have assurance. И таким образом только некоторые христиане имеют уверенность. Нет. Она в разной степени, потому что... It's different in different measures. Yeah, well, certainly that's true. It's in different Это, measures. конечно, верно, да. Yes, in different measures. Some stronger than others. Некоторые больше, чем других. Perhaps we're finished. Oh no, we're not finished because I got my last point. Я думаю, что закончим еще последний пункт. Which will be brief. Это будет кратко. There was a consensus among the reformers Был консенсус, согласие среди реформатов and amongst the evangelicals и среди евангельских about assurance of salvation. по поводу уверенности о спасении. But is this assurance that I am now a Christian, Но является ли это уверенность о том, что я сейчас верующий, or is this just the, or is this assurance that I will definitely reach the end and be saved? in other words, this assurance can find way to the now, or also is it, Yes. does it stretch also to the Towards the final final, that's right. glorification? Да, но тут интересно частное развлечение. Касается ли этот вопрос об уверенности в том, что я сейчас спасен, или охватывает также, что я окончательно спасен буду? Now, as you all know, Как вы все знаете, both Calvin and the Reformed tradition in general как Кальвин и реформатская традиция в целом, understand assurance to be assurance of final salvation. понимает под уверенностью уверенность в окончательном спасении. But there is an implication of this we need to be aware of. Но есть из этого проистечение, которое мы должны знать. What about somebody who appears to be a Christian Что по поводу человека, который вроде бы кажется верующим, and then rejects it and finally turns away from it? потом отвергает и в конце концов уходит? Those who believe you can lose your salvation Те, которые говорят, что человек может потерять спасение, will likely say that person was a Christian and then they rejected it. говорят, что этот человек был истинно рожденный свыше, был верующим, потом потерял спасение. Those who do not believe you can lose your salvation Те, кто не верует, что такое может произойти, что человек может утратить спасение, believe therefore that that person was never a Christian. говорят и веруют в то, что этот человек никогда не был истинно верующим. And that means that it is possible for people to look very Christian without Это означает, что человек может выглядеть очень христианским и обманывать других и самого себя. And clearly that makes more of a challenge to the issue of assurance. Это, конечно, добавляет вызов к вопросу об уверенности. Because it means that, if you like, it raises the bar Это как бы поднимает планку еще уверенности. because it shows how great the danger is of a false assurance. Потому что показывает как бы опасность, которую может иметь полная уверенность, которая, однако, не на том строится. Now, of course, we can never, it's not for us to pronounce on the final salvation of anybody. Конечно же, это не человеков решать, кто спасен окончательно или нет. Мы не ведаем сердца. And we never know what happens to people at the end. Мы никогда не знаем, что в конце концов произойдет с человеком. So we can't talk about specific individuals. Поэтому мы не можем точно говорить о каком-то человеке. But clearly there is the phenomenon of people who appear to be Christians Но, разумеется, есть такой феномен людей, которые кажущиеся христиане, and then, as far as we can see, finally and forever rejected. а потом в конце концов они уходят и отвергаются Христа. So there's the question of where those people were. И вопрос остается, где были эти люди раньше? Okay, any questions? Какие вопросы? То есть вот мы не должны как бы вот про человека смотреть на него, да, и думать про себя, спасен ли он или нет. Вот он про другого человека, не про себя, а про другого. И размышлять, вот насколько вот он, допустим, он выдается за верующего, а на самом деле мы начинаем
quite right. Two things. There is a little poem from the American Civil War. Есть один стих из со времен гражданской войны в Америке. And it's about a soldier who is shot and dies. И описывает в этом стихе солдат, которого застрелили, он умирает. And the key sentences are, or the two lines. И ключевые предложения, там две строфы из стиха. Between the saddle and the ground. Между седлом и землей. He was sitting on the saddle and then he was dead on the ground. Он был в седле, потом его убили, он упал на землю. Between the saddle and the ground. Между седлом и землей. Mercy I sought, mercy I found. Милость я искал и милость обрел. So it's about someone who repents at the end. Now I'll tell you a true story. То есть как бы история как человека, который покаялся в конце. Расскажу вам истинную историю, однако. A friend of mine pastors a church in France. Pastors Church in France. Друг мой один являлся пастором церкви во Франции. And one of their church members had a sister who was not a Christian. У одного из членов его конгрегации была сестра неверующая. And sadly, she had an accident and died. И печально, она попала в катастрофу и умерла. And they had the funeral and she was buried. Провели похоронную церемонию, похоронили. And then they discovered her diary. А потом обнаружили дневник этой сестры. And in her diary, she talks about how she had come to faith. И в этом дневнике она описывает, как она пришла к вере. But she hadn't yet mentioned it to her sister. Но она еще не упомянула факт своего обращения своей сестре. And if it wasn't for the diary, they would never have known. И если бы не открыли этот дневник, никогда бы и не узнали. So it's again the same point. It's not for us to То есть, judge. опять же, смысл здесь в том, что не наше это судить. And of course, the same applies the other way round as well. То же самое, конечно, и наоборот. It's easy to be hypocritical. Очень легко быть лицемерным. It's probably time. Я тут здесь немножечко разграничу, потому что в 5 главе 1 Коринфянам, да, апостол Павел четко говорит о том, что внешне судит Бог, но не своих призваны судить. То есть, смотря какой суд, о каком суде идет речь и о чем имеет речь. Естественно, мы не можем занимать место Христа и отправлять человека в погибель, да, или на небеса. Но обличать во грехе, предупреждать это, ограждать общину от греховодника, да, упорствующего во грехе. Мы обязаны, об этом тоже Павел говорит. То есть разница. Pastor was making a very valid observation that we need to distinction between the judgment as the final condemnation and judgment as a judicial statement, judgment, the right judgment, and so on, and also that God is judging. 1 Corinthians 5, Paul talks about that God will judge the outsiders, but we're to judge those who are in the church. So we're called to make some judgments, but not that we're talking about the condemnation. So there's a distinction between the judgment and church discipline, which is based on sound judgment, and well, Calvin says, as regards, we make a judgment of charity, not a judgment of faith. judgment of faith. Charity. Yeah, a judgment of charity. I guess the Puritan expression. Judgment of charity, not of faith. Да, то есть мы делаем суждение на основе как бы суждения любви, или говорят, или суждения основаны на любви, charity is love. What he means by that is if someone comes to you and says they are a Christian, То есть если приходит человек и говорит, что он верует во Христа, and their life does not blatantly contradict it, и его жизнь такового или таковой не является вопиющим противоречием с исповеданием человека, then you accept them with a judgment of charity. Ты принимаешь его исповедание за чистую монету, как он говорит. То есть исповедует, значит верующий. Ты принимаешь его как брата или сестру. But it's not a judgment of faith. Но это не является суждением веры. In the sense that you're not saying, I know with an absolute certainty this person is a Christian. Другими словами, вы не можете сказать, я на 100% знаю, что это верующий.
But clearly we have to, as you say, make judgments, and if somebody falls into some blatant sin, then we need discipline. Ну, разумеется, мы должны, конечно, упражняться в здравом суждении, в особенности вопросов церковной дисциплины, когда впадают в грехи. Мы должны делать суждения в этом смысле и судить судом праведным. Sure. Вот к предыдущему вопросу брата, ну, место Писания в Библии, что по плодам их узнаете, говоря о своем ближнем, да, ну, мы не призваны осуждать его, судить там по поводу его вечности, но если, допустим, видим, что человек, ну, ты понял, как это поступать? Also balances that on the one hand we're not to make final judgments upon anybody's faith, but at the same time, while they're fruit, you shall know them. So we are to judge fruit. There's the person that's wicked. So if you say this person is wicked, you can't say that they'll endure their wickedness to the end. It's not of ours to decide. But at the same time, if the person is wicked, you can say that they're ungodly. So, yeah, that's a good point. No, Yeah, you want to say anything? No. Я просто сам сказал, я думал, что он будет что-то говорить, а он ничего не говорит. Но это правильно, конечно, да. То есть, другими словами, по плодам их узнаете, и их остается в силе. И мы делаем. Другое дело, что тут тонкое различение между тем, что мы не можем делать окончательное суждение. То есть, по плодам, если человек поступает нечестиво, ты говоришь, что человек живет безбожно, нечестиво, он является нечестивым сейчас. И это можно сказать по плодам. Вот. Другое дело, мы не можем точно сказать, прибудет ли он в своем нечестии до конца и пойдет в ад. Мы не Бог, чтобы решать в этом смысле, или же говорит, что он точно там окажется. В то же время, как праведный, который прибудет в своей праведности ли, устоит ли, мы тоже этого точно не знаем и не можем делать суждения. Но по плодам мы говорим, выглядит праведное дерево. То есть мы делаем суждение по плодам. Бог видит сердце, и Он видит окончательное состояние человека. Probably time to stop. Остановимся.